Как вам движуха? Весело, весело. Мы еще, знаешь, немножко в шоке, мы только прилетели и... Ну, вы сейчас быстро освоитесь. Надеюсь на это. Какие программы можно использовать, чтобы передвигаться по Лондону? Какие-то, может быть, есть лайфхаки? Это нормально. Да. Это типичная погода здесь для этого времени ребят, года? Все камеры, которые по городе, они вас мгновенно вычислят, и вас догонят полицейские и спросят страховку, потому что знают, что и вас нет. Да, школы бесплатные, даже собаки здесь есть, все с ними будет нормально. И дети здесь реже болеют. Магазины, в которых можно одежду купить недорого, с хорошим британским качеством. Это будут магазины с большой вероятностью на hello, thank you. Он был чуть менее компактный, чуть более тяжелый. Он тоже был классный, я его очень любил, там было 3 скорости. У меня его сперли, когда я его пристегнул к столбу на целый день. Так, ну всем здравствуйте. У нас такая интересная встреча с ребятами, которые второй день находятся в Лондоне по спонсорской программе Homes for Ukraine. Да. Ну, рад вас видеть, во-первых, да? Вот, Спасибо. я не знаю, вы самые первые, кого я знаю, кто сюда приехал, поэтому я вот постарался сделать все возможное, чтобы встретиться с вами с целью для того, чтобы вы задали мне те вопросы, которые через несколько дней уже будут задавать тысячи людей. Какие программы можно использовать, чтобы передвигаться по Лондону? Какие-то, может быть, есть лайфхаки? Как можно там приобрести вот эти карты на метро, ну, то есть и так далее. Все по... Что касается Лондона, самый удобный способ оплаты за проезд – это любая банковская карта с возможностью бесконтактной оплаты, contactless, или оплата телефоном. Это самый удобный вариант. Это везде работает? Это везде работает на территории Лондона. Если говорить о Лондоне, о везде, где работает Ойстер-зона, то есть надо понимать, что вы можете сесть в Лондоне в поезд, в любой, и доехать до окончания Ойстер-зоны, но если вы едете дальше, то вы заранее должны были бы купить билет. То есть это, хорошо, сейчас на этом остановлюсь более подробно. Что охватывает эта Ойстер-зона, и чтобы люди понимали, это специальная карточка, да, как я понимаю? Вам не обязательно покупать эту карточку Ойстер-зона, это, скажем так, вчерашний день. То есть, если, грубо говоря, у вас наличные деньги, то тогда да, вы за наличные покупаете карточку Oyster, если у вас по какой-то причине contactless карт нет или не работает, или будут чуть позже. В любом магазине или в любой кассе, ну, в маленьких магазинчиках эти Oyster карты продаются, и депозит 5 фунтов, то есть за карточку вы, грубо говоря, платите 5 фунтов, которые являются уже депозитом за нее. Их когда-нибудь теоретически можно потом вернуть, забрать. И ложите необходимую сумму денег на эту карту. На день в пределах центрального Лондона, в пределах 3 зон, вам нужно будет примерно 9 фунтов в день, после чего срабатывает безлимит. То есть если вы круглосуточно катаетесь по городу, в пределах, скажем так, первых 3 зон, вы не будете платить более 9 фунтов. Вот сработает такой лимит, как бы... Одна поездка сколько стоит? Одна поездка стоит приблизительно 3 фунта. И зависит от час пик, не час пик. Совсем недавно было поднятие тарифов, поэтому цена проезда в пределах Лондона будет стоить от 3 до 5 фунтов. Но есть, опять же, фокус. Раньше это было фунт 50, должно стать примерно, может быть, фунт 60. Если вы не заезжаете в первую зону Лондона, в самый центр Лондона, где мы сейчас находимся, мы сейчас в первой зоне, но если вы едете куда-то с одного края города на другой и можете найти маршрут, чтобы первую зону объехать и в центр не заезжать, это будет дешевле или, грубо сказать, дешево. Это будет стоить примерно фунт 60. То есть цены варьируются, это надо... Да. Если вы целый день катаетесь, обычным своим способом оплачиваете, но в конце дня сработает кап. И больше, чем вот эту сумму, приблизительно 9 фунтов, то есть раньше это было 8,70, сегодня это, наверное, чуть-чуть выше, то есть грубо 9 фунтов вы больше не заплатите. По транспорту еще. Если вы знаете, что вы едете далеко, например, любой аэропорт, кроме London City Airport, любой,
Лондон-Сити, это который здесь, в него мало кто будет прилетать, он самый дорогой аэропорт для близких рейсов в Европу в основном. В него лоукосты в него не прилетают, поэтому кроме этого единственного аэропорта, любой аэропорт Лондона, нужно покупать билет. Извините, в Гатвик аэропорт еще можно доехать по контактлессу. В Лондон-Сити аэропорт можно доехать по контактлесс, и в Гатвик аэропорт можно доехать по контактлесс системе, то есть не покупая билет. Все остальные аэропорты, а это аэропорт Хитроу. Лутон. Hold on. Аэропорт Хитроу тоже можно доехать по контактлесс. Хорошо, исправляю. Значит, в Хитроу, в Гатвик и в Лондон-Сити аэропорт можно доехать по контактлесс. Остальные популярные аэропорты это Станстед и Лутон. Вы должны заранее купить билет, который стоит грубо 20 фунтов. То есть это трейн туда идет? Да. Если вы едете в аэропорт Лутон, то там еще будет участок, на котором вы бесплатно проедете на шаттл-басе, на автобусе. От аэропорта до железнодорожной станции курсирует шаттл-бас. Если вы покупаете билет на поезд, то этот автобус войдет в стоимость. Отвлеклись, сразу рассказали, как с аэропорта сюда доехать или обратно. Дальше разговариваем о стоимости проезда. Автобус. Смотрите, на автобусе срабатывает КАП. Последняя цена была 4,65. 4 фунта 65. Если вы ездите только на автобусах в течение дня и не садитесь ни на метро, ни на поезд, то сработает КАП на сумме 4,65. Грубо говоря, первые 3 часа ваших путешествий будут стоить 4,65, дальше бесплатно. И еще момент на автобусах. Первая пересадка в течение, даже не первая, все пересадки в течение часа от того, как вы зашли в первый автобус и дотронулись своей карточкой, бесплатно. То есть, если у вас сложный маршрут из нескольких автобусов, вы заплатите только, последняя цена была 1 фунт 55, и она могла измениться вот совсем в ближайшее время, потому что было небольшое поднятие цен. И вот я обещал про вопрос о самый лучший транспорт в Лондоне. Вопрос звучал несколько раз. Давайте покажем, да? Вот такая игрушка. Компактная штука. Она дорого стоит, поэтому, когда вы здесь несколько лет проживете, то оно станет более доступно. Ты с ним в метро ездишь? С ним можно в метро, с ним можно даже в автобус, наверное, на случай, если колесо только пробил. Но в автобус реально может понадобиться, если пробил колесо. Потому что вот представь, что ты на большом велосипеде ты пробил колесо. В автобус ты не можешь, в метро не можешь. Да. Велосипед — это класс. Велосипед — это, наверное, самый лучший транспорт. Но иногда мне сюда ехать на велосипеде, допустим, час, это многовато, да? На велосипеде можно ехать, когда там 20-30 минут. Ну, да. Мне сюда на велосипеде приехать час, а на поезде вот сюда мне ехать 12 минут. То есть я приезжаю за 12 минут вот сюда, вот здесь London Bridge Station, и дальше я еду еще там, куда мне надо, еще 15 минут. Он легкий, интересно, какой у него вес. Да, он легенький, в принципе. Вот такая. Это не реклама этой штуки, потому что они взяли с меня за эту штуку столько же, сколько и все. Стартует цена на них от примерно 800 фунтов. Если хочешь больше скоростей, как у меня, плюс там не было в наличии обычных цветов, был только типа модный черный, скоростей 6, а не 2. Эти подкрылки, грязезащитные штуки, багажник, удобно. И в итоге сумка очень дорогая. И в итоге 1580.
Вот. Но начинается от 800. Перед этим у меня был велосипед тоже раскладной, но он складывался только в 2 местах. Он был чуть менее компактный, чуть более тяжелый. Он тоже был классный, я его очень любил, там было 3 скорости. У меня его сперли, когда я его пристегнул к столбу на целый день. Я его несколько дней подряд, скажем так, несколько недель подряд пристегивал к одному и тому же столбу. Напротив камеры, есть запись на видеокамере, как чувак подошел, за 1 секунду срезал цепь с чем-то в рукаве, подошел, ровно за 1 секунду срезал цепь, взял велосипед и уехал. Прям на нем уехал? Да, сел на мой велосипед и уехал. А что копы сказали? Ну, типа, Копы пришли, это невозможно? пришли, зафиксировали, что если когда-то этот велосипед найдется, то со мной как бы свяжутся, но... По камерам, везде камеры. Ну да, видно на камере, что кто-то пришел, кто-то подошел. В капюшоне, ну вот видно, что кто-то пришел, подошел. Даже не видно больше ничего. Вот как бы так. Поэтому вот этот велосипед я никогда не пристегну на улицу, у меня даже нет цепи на него. Потому что его украдут в течение часа 100%. Вот То есть нужно безопаснее не пристегивать, просто носить с собой. А я думала не пристегивать, тогда может быть люди И если подумают, не что пристегнут, менее- я видел, как человек заходил в банк, оставил велосипед, вышел с банка, велосипеда нет, но он его совсем не пристегивал. Вот, так как все знают, что это за велосипед, его украдут в течение часа однозначно. Вот я уверен, что если мы где-то в таком в общественном месте его пристегнем, поставим с вами камеру и будем ждать, я думаю, что мы дождемся, пока кто-то захочет его спереть. Этот я могу взять с собой туда, куда я иду, в магазин, там куда угодно, принести с собой. Вот как так.